показалось, что вы прям ушли. Сегодня у нас с вами 5-я лекция. Будем обсуждать хранение данных уже более приближенно к реальности. Обсудим вопросы производительности и правильности организации данных. В прошлый раз мы с вами рассматривали, мельком рассматривали, какие хранилища данных можно использовать в Bittrex управления сайтом. Напомню, что всегда в любом фреймворке, в Bittrex в том числе, можно сделать свою табличку и хранить данные там, если вы почему-то очень любите свои таблицы. А в Boost также есть из всех представленных в этом списке сущностей HiLoad-блоки самая свежая сущность, добавлена именно для того, чтобы справляться с высокими нагрузками, но по сути это небольшая обертка тоже над своей таблицей, с некоторыми плюшками. Также есть хранилище HiLoad-блок, это универсальное хранилище. Вы его создаете, называете, наполняете своими полями, и вуаля, у вас своя сущность. С инфоблоками тот же принцип. Инфоблоки бывают двух версий, мы сегодня много поговорим об инфоблоках первой и второй версии. Они тоже универсальны, тоже под любую задачу можно создать, наполнить полями и использовать. И стоит помнить, что в Bittrex несколько сотен типовых сущностей. Они либо доступны и в публичке, и в админке, либо только в админке. Хотя, вот, например, есть такая вещь, модуль блог. Блог состоит из различных постов. Каждому посту можно добавить комментарий. Вот комментарии, насколько я помню, в админке нельзя увидеть, только в публичной части, в самом собственном блоге. Ну, потому что блог обычно не модерируется администратором сайта, он прям в публичной части в зависимости от прав. В крайнем случае всегда есть встроенный в Boost, что-то типа PHP-MyAdmin, можно посмотреть любую таблицу, любую сущность или даже выполнить свой произвольный SQL-запрос. Так что хранить данные можно и в подходящей сущности Bittrex. Там есть различные сущности, например, склады, пользователи, типы цен, очень много чего. Сегодня говорим про инфоблоки. Инфоблоки у вас будут в академии, они будут и в первом курсе, и во втором. Я даже не помню, будут ли HiLoad-блоки хоть где-нибудь. Пока точно нет. На лабораторных в академии не будет затронута тема инфоблоков 2.0, но знать, что это такое, надо сразу. Как ни странно, вот это наименование 1.0, 2.0 в Bittrex когда-то было в документации и в админке, потом его вроде убрали и переименовали. Теперь вы не увидите 1.0, 2.0, чтобы никто не обижался, мол, давайте все инфоблоки сделаем 2.0, потому что 2.0 это лучше, чем 1.0. Чтобы вот заказчики такое не говорили, это переименовали. Теперь старые инфоблоки, которые были там изначально в Bittrex, там написано, значения хранятся в общей таблице, а 2.0 значения хранятся в отдельных таблицах. И на самом деле в этих двух коротких фразах хранится вся суть, вся разница между инфоблоками и инфоблоками 2.0. Как посмотреть, какая у вас версия? А вот, пожалуйста, открывайте настройки вашего инфоблока и смотрите поле «Значения свойств хранятся». Двоеточие. Здесь инфоблок 1.0 написано в общей таблице и примечание по умолчанию. Все инфоблоки создаются с типом 1.0, хранятся в общей таблице. Если там инфоблоки 2.0, то будет написано в отдельной таблице для данного инфоблока. Тип можно поменять 1 на 2, 2 на 1. Есть там искусственное ограничение Bittrex, которое он вводит просто, чтобы ничего не сломалось. Наверное, ограничение на количество свойств. Если у инфоблока больше 50 свойств, его нельзя превратить в версию 2.0. Надо что-то удалить, и превращать можно. Но это еще раз искусственное ограничение. Мы с вами говорили на одном из первых занятий про максимальный размер строки в MySQL, что мы не можем сказать заранее, сколько колонок допустимо создавать. Это зависит от типа колонок, от версии MySQL. Вот так и здесь. Bittrex не стал ничего вычислять, он просто ввел ограничение. Если больше 50, то оставайтесь в той версии, в которой были. Переходить во вторую нельзя. Хотя вполне вероятно, что 51 столбец ничего не сломал. В модуле инфоблоки, в документации он называется iBlock, есть
свои несколько десятков таблиц, которые нужно знать, если вы хотите стать там хорошим разработчиком. У всех таблиц префикс b означает bittrex, дальше идет название таблицы, дальше идет название сущности. Название сущности, как видите, может быть простым. b блок элемент, элемент названия сущности, элемент property, элемент prop s, элемент prop m. Что это за таблица? Есть элементы, которые в инфоблоке создаете, указывая название, там, дату публикации, сортировку. Это все элементы инфоблока, они хранятся все в таблице b блока элемент. Еще раз повторяю, что хранятся вообще все. Если вы создадите 100 инфоблоков на сайте, у вас будет инфоблок магазины, люди, не знаю, фотографии, галереи, фотоотчеты, репортажи, семинары. Все это будет храниться в одной таблице. Разница будет за счет того, что есть колонка iBlock ID, и фильтруя по iBlock ID, вы будете получать либо только семинары, только людей, только магазины, только там фотоотзывы. Неважно, тип это 1.0 или 2.0, базовая информация про элементы хранится здесь, в iBlock элемент. Если у вас инфоблоки первого типа, то есть хранятся все в одной таблице, то что это за одна таблица? Это одна таблица не b-блок элемент, а b-блок элемент property. Ну, то есть свойства элементов. Здесь полей примерно в 2 раза больше, чем я написал, но самые важные здесь приведены. У каждой записи из этой таблицы есть связь с элементом, ID элемента инфоблока, связь со свойством и, собственно, значение свойств. То есть у нас на предыдущем занятии были магазины, у которых был график работы. Значит, что где-то есть инфоблок магазины, в этом инфоблоке создан элемент, конкретный один магазин, где-то в настройках инфоблока создано свойство график работы. Это свойство есть, потенциально может быть у всех элементов. А значение конкретного элемента, конкретного магазина хранится вот в этой таблице b-блок элемент property. Зная, мы там указываем ID элемента, вот у этого магазина вот это свойство имеет вот такое значение, value. Value имеет тип текст, и там хранятся значения, если это строка. Если это число, то там есть соседнее значение value none. Но в общем случае смотрите на value. Если же вы конвертируете инфоблок во второй тип, отдельные таблицы, то на таблице b-блок элемент property никуда не девается. Просто конкретно ваш инфоблок перестает хранить свойства элементов там. Он создает 2 дополнительных таблицы, b-блок элемент prop s и b-блок элемент prop m. И хранит там одиночные и множественные свойства соответственно. Почему по-разному и что там конкретно за столбцы, рассказываю. Значит, s это single, m это multiple. Так легко запомнить. А после S или M идет число. Это идентификатор вашего инфоблока. То есть если вы взяли сущность, инфоблок с идентификатором 3 и вынесли его в отдельную таблицу, конвертировали тип, появится b-блок элемент prop S3 и M3. В S3 будут следующие поля. Одна колонка это ID элемента. Так как свойства хранятся в отдельной таблице, их все равно нужно как-то состыковывать с элементом. Поэтому нужно хранить этот элемент ID. И в первом варианте, когда у нас 1.0, и во втором, когда 2.0. А еще в этой таблице будут столбцы, соответствующие свойствам. Вот если вы создали 5 свойств с типом там, число, то у вас в этой таблице создается 5 колонок с типом число, и они будут называться property там, 5 для свойства 5, property 6, 7, 8, 9. Идентификатор будет использован этого свойства. Таким образом, связь, можете сказать, какая будет между записью в таблице b-блок элемент и b-блок элемент prop s соответствующим? Связи бывают, напоминаю, один к одному, один ко многим, многие ко многим. Ну, один ко многим. Потому что они блок. Это одиночные свойства.
в одну строчку хранятся свойства значения по всем свойствам. То есть вот как мы создавали тогда магазин с графиком работы, у вас будет таблица, где будет написано для элемента ID 20 хранить там, с 10 до 8 вечера это в столбце property 18, который соответствует графику работы. Проспект Университетский, дом там, 107 для столбца, который соответствует адресу, и один номер телефона для свойства, которое соответствует номеру телефона. Сколько одиночных свойств, наборов одиночных свойств может быть у одного элемента? Исходя из определения, только один набор одиночных свойств. Поэтому связь будет между ними 1 к 1. У каждого набора свойств из таблицы by-блок элемент prop s id-шник свойства, id-шник инфоблока, связь 1 к 1. 1 к этому, и отсюда 1 тоже к этому. А теперь множественные свойства. Ну, сейчас давайте. Вот. Так, наверное, будет понятнее, потом вернемся. Так хранятся данные в инфоблоке 1.0. У нас вперемешку из 3 разных инфоблоков хранятся записи. ID-шники у них никогда не бывает прям сплошняком. Обязательно кто-нибудь что-то создал, удалил, поэтому дырки образовываются. Ну и, пожалуйста, тут у нас, наверное, какие-то новости iBlock 1. Это у нас, наверное, мебель, которая продается, а это вакансия, 4-й инфоблок. И если все эти 3 инфоблока тип 1 имеют, тогда в этой единственной таблице элемент property хранится строчка для новости. Что здесь написано? Свойство 10 имеет значение 10 тысяч. Ну, что-то там, не знаю, просмотров, допустим. Для свойства инфоблока 2 хранятся, для инфоблока 2 хранятся 2 свойства у 13 элемента, 40 и 43. По 40 значение какие-нибудь габариты, по 43-му, наверное, материал. И еще, да, напоминаю, что есть таблица, в которой эти свойства расшифровываются. Там 10-е свойство и название, и инфоблок. 40-е свойство и название, и инфоблок. Для 30-го элемента тоже хранится 2 свойства. Все в одной табличке. Фильтруя по iBlock ID и делая join, умелый разработчик может получить все, что ему нужно для счастья. Можно вопрос? Можно. Во второй версии они будут в столбцах, то есть эти свойства, а не в парах. Вот так выглядят во второй версии. Если вы вынесли 2-й и 4-й инфоблок, помните, у нас было 2 строчки для 13-го элемента и 2 для 30-го. Смотрим здесь, 13-й уместился в одну строчку своей индивидуальной таблицы, и 30-й тоже поместился в одну строчку своей индивидуальной. Хотя вопрос... Тут еще должен быть один столбец, property 12. И должно быть написано Россия. Но тут не все столбцы. Инфоблок 1, он остался в первом типе, и он до сих пор хранит свои значения там, в этом свойстве. Теперь понятно, почему 1 к 1? Хорошо. И есть еще большая страшная таблица M. ID-шные, множественные значения, вернее, значения множественных свойств. У нее на самом деле та же самая структура, что и у инфоблоков 1.0. Это сделано для того, чтобы, а как еще хранить множественные свойства. Поэтому они хранятся просто в копии такой же таблицы. Структурно она даже точно такая же. То есть если у нас будет некое свойство с ID-шником 100, и там будет, допустим, 5 номеров телефона, то здесь будет 5 строк, где будет написано: у этого элемента по свойству 100 есть значение, первый номер телефона, следующая строчка, у этого же элемента по этому же свойству есть еще одно, второе значение. И так 5 раз. Что дает, в принципе, переход на 2.0, зачем он нужен и стоит ли этим пользоваться? При выборке элементов можно получать значение свойств. Количество присоединяемых таблиц в запросе не увеличивается с каждым свойством, а всегда равно единице. Это особенность построения Bittrex. Любая гибкая система либо сделана, любая система, сделанная человеком, гибкая, она не будет оптимизирована. Если вы сделали такую вещь, как Bittrex,
то запросы, SQL-запросы, которые строит Bittrex, будут просто нечитаемыми, какими бы вы не были гениальными. Если посмотреть, включить режим отладки на любой странице Bittrex, посмотреть, какие, собственно, SQL он делает в базе данных, то там будут очень странные вещи, очень громоздкие, очень неэффективные. Самое странное, что там есть, представьте, что вот у вас идет секция where, перечисляются условия, и в конце там написано or 1 равно 1. Понятно. Вдруг у нас там Понятно, условия зачем? какой-нибудь unknown или null, и все. Да. Вот это не будет работать. Ну, нечитаемо и неочевидно в высшей степени. И так все запросы, а уж что касается инфоблоков, довольно сложный, да, довольно старый модуль, там тоже все очень громоздко, очень непонятно. И если у вас инфоблок старый, то у вас количество джойнов будет равно количеству свойств, которые вы запрашиваете. Если вы будете запрашивать там, 65 свойств, у вас будет 65 джойнов, на самом деле чуть больше. И у вас получится ошибка MySQL, нельзя делать больше 64 джойнов в одном запросе. С инфоблоками 2.0 такой проблемы нет. Потому что вы присоединили одну таблицу, там вот все столбцы, что были, забрали, и хорошо. Фильтрация, вообще API у инфоблоков 2.0 и 1.0 на самом деле одинаковая, за одним исключением, за исключением выбора множественных свойств. Вы до этого, может быть, даже и не дойдете. Во всем остальном вот прям полная копия. Множественные свойства, особенно хорошо чувствуется разница в выборке, когда их несколько. Как ведут себя инфоблоки 1.0, если у вас у элемента есть, наш пример, да, магазин, у которого 5 номеров телефона. Вы делаете запрос, вытаскиваете значение из базы данных, что к вам приходит? Вам приходит ID элемента, название его, все поля, которые есть, там, дата, теги какие-нибудь, если нужно, сортировка и один номер телефона. Потом вы делаете fetch, получаете еще один результат запроса. Вам приходит тот же ID, тот же name, те же поля и другой номер телефона. Делаете еще один fetch, вам приходит опять те же поля и третий номер телефона. То есть вам нужно сделать fetch 5 раз, чтобы получить 5 номеров телефона, но при этом ID-шник и name будет каждый раз разным. Каждый раз одинаковый. Понятно, под это, с этим один раз столкнулись, начинаете писать код уже чуть-чуть по-другому. Знаете, какие свойства множественные, и их в массив объединяете, а свойства, которые не множественные, просто каждый раз перезаписываете. Все хорошо и просто, пока инфоблок этот не начнут конвертировать в инфоблок 2.0. В инфоблоке 2.0, если вы сделали один раз fetch, вам придет массив из всех 5 номеров телефонов сразу. Первый инфоблок вернут скалярные данные, и надо будет их несколько раз вызывать. Второй вернет сразу массив. И сложность в чем с первыми инфоблоками? Если у вас два множественных свойства, допустим, вы продаете диваны, они у вас 3 цветов и 5 размеров. Сколько раз fetch нужно сделать, как вы думаете? Есть 5 номеров телефона, или сколько? 5 размеров, 3 цвета. 15. 15 фетчей придет. Вам сначала придет синий, маленький, синий, средний, синий, большой. Желтый, маленький, желтый, средний, желтый, большой. И вот так 15 раз. Если у вас инфоблоки 2.0, вам сразу придет, что у вас массив из 3 цветов, 5 размеров. Как я там вывел? 5 размеров 3 цветов. Вот это сложность при работе с множественными. Поэтому будьте бдительны. У вас, я не помню, будут ли множественные в академии свойства, но будьте к этому готовы. Когда начнете делать оттуда выборку, прям напрягитесь. Чем самое главное, чем хороши инфоблоки 2.0, посмотрите еще раз на вот эту таблицу. У вас было такое понятие в базах данных, как индекс. Вы проходили? Должны были проходить. Индекс — это такой справочник по конкретному столбцу или нескольким столбцам, который позволяет ускорять по нему поиск, если вы точно знаете, какое значение.
Ну, так, если очень просто. Здесь у вас на все инфоблоки, допустим, их 100, на все свойства, допустим, их 100 инфоблоков, в каждом по 5 хотя бы свойств, 500 свойств. Все значения всех 500 свойств хранятся в одной таблице. Если у вас есть какое-нибудь одно свойство, которое прям так и просится, чтобы по нему сделать индекс, можно ли в такой конфигурации сделать индекс только на одно единственное свойство? Разумеется, и речь идет про значение этого свойства. А там можно будет сразу, ну, то есть не по множеству, эти сразу. Там можно, а в инфоблоках 1.0 индекс так не поставить. Можно поставить индекс на все значения, но это очень неудачное решение будет. А в инфоблоках 2.0, пожалуйста, вот есть у вас весьма ограниченный набор, не знаю, стран, производителей, и вы сделали индекс конкретно на property 12, которого тут нет, или property 22. Тоже числовое значение, так и просто, чтобы по нему индекс, возможно, сделали. Что одно из главных преимуществ инфоблоков 2.0 это то, что запросы можно оптимизировать, создавая индексы, даже составные. Особенность инфоблоков 2.0, это даже в документации написано, сегодня мы будем проходить самый главный метод Битрикса. Вам всегда нужно указывать ID инфоблока, когда вы выбираете свойства. Там есть специальный метод, он похож на select запрос, у него тоже можно задать порядок типа order by, что-то типа where, что-то типа offset limit, что-то типа перечисления столбцов. Вот вам всегда нужно говорить where iBlock ID равен такому-то. И, как правило, в Битриксе вы всегда, ну, там, в 99% случаев вы работаете с инфоблоками поштучно, с элементами массово, но вы не делаете запросы. Выбери мне из этого инфоблока это, а из этого это. Это, как правило, разные сущности, и вы с ними не работаете в одном запросе. Там, выбрали эти, выбрали те инфоблоки, выбрали третьи инфоблоки. Поэтому обычно это не является проблемой. 1% случаев у меня был, когда на каком-то очень старом проекте, даже не помню каком, было много инфоблоков разных новостей, совсем разных, и нужно было сделать очень краткий анонс всех новостей вперемешку. Вот это был единственный случай в жизни, когда мы выбирали инфоблоки, не фильтруя по ID инфоблока, потому что он могло быть 20 разных. Вот, если бы они были все инфоблоками 2.0, тут бы нас ждал провал. Хотя мы обращались только к таблице, только к полю name, так что в принципе-то и сейчас бы, да, пожалуй, работало. И из-за этой особенности, что для инфоблоков 2.0 указываете всегда iBlock ID, я всегда всем говорю, указывайте в принципе всегда в фильтре iBlock ID, неважно какой у вас инфоблок. Лучше сейчас вы подстрахуетесь, зато вот конкретно это место не придется чинить, когда инфоблоки 2.0 включат. Просто запомните, как правило, всегда надо делать так. И так, дубль тезиса, join всегда только один раз для свойств. Еще что интересно, если вы вспомните, как выглядит интерфейс создания свойств, он такая страница, где вы говорите, что вам нужно свойство с таким-то названием, такого типа, и тип это такой select, в котором под 20-25 вариантов. После того, как вы свойство создали, вы можете этот тип поменять. Допустим, было число, вы можете поменять на строчку. Была привязка к файлу на диске, можно сделать число. Был файл, можно превратить в строчку. В общем, любые свойства можно переключать в любые другие. Для инфоблоков первого типа изменение типа свойства не приводит к изменению структуры BD. У него есть 3 столбца для хранения значения, всегда на всякий случай, вот в этой таблице. Вот, есть value, я еще сказал, что есть value num, там хранится значение если число. И еще есть value, по-моему, enum. Это для списков. То есть если вы сохраняете число 1000, то он заполняет текст value, пишет туда прям символами 1, 0, 0, 0. Value num впишет туда целое число 1000, enum не тронет. Если вы запишете, что у вас строка 1000,
Ну, не помню, по-моему, тоже его попытается сразу привести к числу и тоже запишет. Если вы запишете, что у вас там, не знаю, слово как корова, то value у вас запишется, value нам будет нулевой, список тоже будет нулевой. Для чего это сделано? Для того, чтобы вы могли быстро поменять тип свойства. Сразу при записи данных они конвертируются во все возможные варианты, и при изменении типа ничего не надо конвертировать, как правило. С инфоблоками 2.0 такое не прокатит. С инфоблоками 2.0 он, если вы говорите «у меня число», он и создает вам число. Если вы говорите, что у вас строка, у вас там будет текст или varchar. То есть в инфоблоках 2.0, если вы начнете конвертировать данные, они у вас, скорее всего, потеряются. По-моему, потеряются. Если в инфоблоках 1.0, то данные будут оставаться. Поэтому играться с данными в инфоблоках 2.0 нельзя, но это не то, чтобы кто-то любил играться с данными. И не то, что возможность, скорее важная особенность инфоблоков 2.0. Так как мы переходим от хранения значений свойств построчно в хранение их по столбцам, то тут вступает в игру ограничение по количеству столбцов MySQL. Не больше 64 килобайтов. Нельзя сказать заранее, сколько это свойств. Просто однажды у вас это может ограничение сработать. В документации, вот конкретно этот абзац, который начинается со слов «физическое ограничение», я скопировал из документации Bittrex, и оно было, знаете, такое очень важное. Там было, вот тут написано сейчас, я его сократил, вы получите ошибку MySQL. В документации Bittrex было гордо написано, вы получите редкую для фреймворка ошибку MySQL, типа у нас они никогда не происходят, вы редкую получите. Ну, в общем, все это Мишура убрал. Звучит как ачивка. Сразу хочется, да, это увидеть, как оно выглядит, предупреждение. Bittrex действительно обработает это, не даст вам создать новое свойство, но и вы не потеряете старое. Когда мы выбираем тип инфоблока, на что надо смотреть? Надо смотреть прежде всего вот на эти самые ограничения. Нужно ли нам ускорять поиск, сколько у нас будет свойств. Если у нас будет 300 свойств, точно нет. Если у нас будет 10 свойств, может быть. Давайте смотреть дальше. Если у нас по умолчанию все хранится в первом, в едином хранилище, в единой таблице. И если у нас какие-то данные, не требующие большой оптимизации, и фиг с ним, пускай будут инфоблоки 1.0, всегда так и было, потому это значение по умолчанию есть. Инфоблоки 2.0, еще раз, нужны только для... то, что разные API на самом деле не является никогда ограничением, разные и разные. Перекодить там довольно несложно. Все стандартные компоненты Bittrex спокойно работают и с первым, и со вторым типом. И, соответственно, если вам надо будет переключить, тоже переключаете. Поэтому ограничения на количество столбцов и требования по скорости. Если у вас часто по этому инфоблоку будут делаться выборки с фильтром по свойству, свойство имеет тип небольшая строка, нет такого типа, вы понимаете, физически там хранятся не длинные строчки или числа, то да, это просится на индекс, и, соответственно, это просится на второй инфоблок. Реальная польза от создания индекса вы, наверное, никогда, если вам про индексы все-таки рассказывали, хоть вы и не признаетесь, вы слышали, что они дают прирост производительности, но вряд ли вы когда-нибудь видели, насколько это прирост производительности. А его очень просто на проектах на Bittrex ощутить. Дают вам какой-нибудь сайт, который сделан не пойми кто, не пойми когда. Вы включаете монитор производительности битриксовый, и в течение 5 минут Bittrex записывает все SQL-запросы, которые только на нем выполнялись, на всех страницах. Потом вы открываете этот список SQL-запросов, и там прям текст запроса, откуда вызван, и продолжительность. Сортируете по продолжительности, находите какой-нибудь запросик, хороший, такой жирненький, на 15 секунд. Смотрите, какой хороший запрос. Смотрите, что их много таких однотипных. Допустим, какая-нибудь выборка из инфоблока, и там значение where ID пользователя 15, where ID пользователя 20, where ID пользователя 320. Смотрите, похоже, фильтрует по ID пользователя. Создаете индекс, какое-то время проходит,
пока он создастся, запускаете снова монитор, смотрите снова на те же самые запросы, вы их сортируете по продолжительности, вы их уже не находите, нет 15-секундных запросов. А смотрите по источнику и находите, ах ты уже 0,15 секунд выполняешься, а не 15. Разница в 100, в 1000 раз, она вполне себе достижима с созданием индекса. Правда, при этом на сайте может что-то отвалиться при конвертации во второй инфоблок. Поэтому конвертацию во второй инфоблок всегда нужно делать, вот прям, чтобы было много времени в запасе, и, как мы любим шутить, не надо это делать в пятницу вечером. Уж в понедельник утром. Вот, теперь, что касается практической части. В тот раз у нас в конце занятия несколько слайдов с практикой было, сейчас прям много будет. Наше не конец еще занятия, надеюсь. У элементов инфоблоков. Значит, инфоблоки делятся внутри себя, внутри сущности ИБ. На самом деле хранится две сущности. Это элементы и разделы. Их можно отдельно настраивать, у них отдельные наборы свойств. В принципе, это обоснованно. Если у вас инфоблок называется каталог товаров, то у самих товаров есть цена, там, если это одежда, размер, цвет, а у раздела каталога такого логического понятия, майки, футболки, штаны, у самого этого понятия нет цены. Зато может быть понятие там, есть на этот раздел скидка или нет на этот раздел скидки. Основные операции по элементам инфоблоков, ну вот это тот самый CRUD, о котором столько раз уже говорили. Это операции, напомните, как CRUD расшифровывается? Чтение, запись, обновление, удаление. В Bittrex для этого есть 4 метода у класса, который называется CIBlock-элемент. Вот таблица называлась BIBlock-элемент, класс называется CIBlock-элемент. Не то, чтобы это было правило, за несоблюдение которого пенали, но считается хорошим тоном и свои таблицы, и свои классы называть по той же схеме. Таблицы B – название модуля, название сущности, классы C – название модуля, название сущности. Исключение составляет, когда название сущности и есть название модуля. Например, в модуле инфоблоков есть сущность инфоблок. Таблица называется не BIBlock, а просто BIBlock. Самый большой, самый страшный метод, самый популярный в документации Bittrex — это тот самый getList. У него есть 5 аргументов. Каждому из аргументов посвящено экрана 1,5 описания. Что он из себя представляет? А я все уместил в 2 строчки по каждому. То есть я потерял 98% нюансов, оставил только самое главное. Первый аргумент. Это еще раз, это PHP-функция. Ее можно вызвать почти всегда, что прежде чем вызывать любой класс, нужно убедиться, что модуль, который этот класс предоставил, есть. Это делается с помощью операции include модуль. Но инфоблоки, как правило, кто-нибудь до вас уже подключил, но все равно нужно подключить. Подключили модуль инфоблоков и вызываете PHP-шную функцию. Можете передать туда все 5 аргументов, можете не все. Обязательность там по ссылке, все вот эти вещи, это ссылки, прописаны. Первый аргумент — это, как ни странно, вот у нас вспоминаем select запрос, select, перечисление полей, v, фильтр, limit of set, order by. Порядок тут другой. Тут у нас order by идет прям сразу. Это массив, это правило сортировки результата. Он примерно соответствует SQL-ному order by. Вы можете перечислить столько свойств, сколько вам нужно, задать направление по умолчанию, по возрастанию, по убыванию и где нули размещать, в начале или в конце. Если не задать, то будет стандартный. Если не задать, то элементский getList будет сортировать по полю сортировка. Там есть поле sort, которое нужно для того, чтобы управлять порядком вывода записи. Я вам показывал на первом и втором занятии нашего с вами. Оно по умолчанию у всех равно 500. Чтобы можно было в любой момент кого-нибудь поднять, понизив или опустить, повысив ему сортировку.
Про ордер чуть позже еще поговорим. В общем, если не зададите, будет сортировать по полю сортировка. Если поле сортировка у всех одинаковое, то тогда зависит от MySQL. Обычно по порядку вставки. Ну, то есть по возрастанию айдишников. Первый, второй, третий, вот так и будет. Первый, второй, третий. Но если у третьего сортировка 100, то тогда будет третий, потом первый, второй. Следующий аргумент – это фильтр. Это то самое место, где я сказал, нужно указывать iBlock ID. Вы его должны знать. Когда вы обращаетесь к инфоблоку, вы должны знать, к какому инфоблоку вы обращаетесь. И вопрос, как вы думаете, нормально ли написать в коде, прям написать iBlock ID, ну и правильный синтаксис, сразу говорю в моем вопросе, iBlock ID 6. Вот это хороший код, где написано iBlock ID 6, или плохой? Не равно просто ID блок. iBlock ID, стрелочка, синтаксически все верно, и там число 6. Не видите в этом ничего смертельного? Ну, на класс похоже, то есть это больше никак нет. На самом деле вопрос, если вам такой код достанется, а 6 это что такое? Почему не 7, почему не 5? Что такое 6? Семантика какая у числа 6? То есть нужно сказать именованные константы, что ли? Да. Вариант номер 0 это создавать кучу именованных констант и прям их и называть iBlock ID news. И объявлять, он равен 6. И тогда в фильтре будет нормально. iBlock ID и пошел макрос news iBlock ID. Все, понятно, не вопрос. Мы выбираем новости. Вариант там, чуть лучше, это не ко всем задачам применим. Если вы хотите какое-то конкретное число, какой-то конкретный идентификатор скрыть, то сначала самый быстрый вариант это сделать константу, потом вариант не такой быстрый, это сделать это настраиваемым, чтобы пользователь где-то в графическом интерфейсе выбирал. Например, в Bittrex в компонентах, это тот же newsList, вы не увидите iBlock ID 6, потому что это универсальный компонент, который настраивается на то, что пользователь попросит. Он открывает настройки компонента в выпадающем списке, где красиво все расписано, там, название инфоблока, его ID-шник. Он его выбирает, и ему туда в код пробрасывается уже это число. То есть там будет написано не iBlock ID 6, а iBlock ID какая-то переменная, в которую кто-то до него уже это положил. И вариант третий – это отказываться от числовых идентификаторов, уникальных для каждого сайта, и переходить к каким-то вещам, которыми можно управлять. Допустим, у инфоблоков есть символьный код, который типа как должен быть уникальным. Например, у инфоблока новостей прям можно вписать символьный код равен news. И, соответственно, перед тем, как выбирать элементы, надо сходить в таблицу, сказать, верни-ка, друг, мне ID-шник инфоблока, у которого символьный код равен news. Получить это в переменную и переменную передать дальше. Если это еще и все закэшировать, чтобы не было лишнего запроса каждый раз, будет вообще мало. Вот такие три способа. Но писать там конкретные идентификаторы 6, 5, 18 не надо так делать. Примерно это правило не только битриксовое, это правило вообще общей культуры веб-разработки. В коде не должно быть... Магический констант. Да, магический констант это называется, совершенно верно. Я когда-то от одного студента услышал, что в коде не должно быть чисел, кроме единицы и нуля. Все, остальное, проверка с нулем, остальное все можно вычислить. Спорный вопрос, надо ли выносить туда там, 24 часа, 60 минут в часе, 60 секунд в часе, или тоже куда-то выносить. Но идея, так, в правильном направлении человек двигался. Здесь, наверное, по фильтру, по крайней мере, на этом слайде все. В документации там 2-3 экрана. Можно прочитать, как именно фильтровать по чему-то. Там есть сложная логика. Если вы в SQL можете написать OR в любом месте со скобочками, то и здесь тоже можете написать. Будет не очень просто в первый раз, но потом будет понятно, как это делать. Третий аргумент называется group by. Обратите внимание, документация Bittrex и вообще Bittrex следует так называемой венгерской нотации. Что это за нотация? В префиксе всех переменных по префиксу должно быть понятно, какого типа у этой переменной. Забавно, что эта венгерская нотация не была придумана для языков с
динамической типизации, каким является PHP. То есть то, что у вас там в переменной написано 5, не делает эту переменную числом. Туда можно написать строчку, она станет строчкой. И что самое обидное, Bittrex так давно развивается, что у него вот эти все R могут быть не только массивами. Вот, например, arg_by я написал, что туда можно передать false. Получается парадоксальная ситуация. R значит массив, array. Внезапно false. Поэтому в новых версиях Bittrex, новое ядро, они отказываются от этих префиксов. А вообще префиксы такие для объекта ob, для объекта, который содержит результат запроса к BD rs, хотя это такой же объект, просто у него профиль. Там результат запроса, result. Ob объект, rs result, объект с результатом, r массив, b boolean и int, c символ, s строка. Ну, думаю, дальше понятен принцип. Аналога у SQL нет вот этого arg_by. Это такой служебный аргумент, он нужен для того, чтобы что-то подсчитать. Как подсчитать количество строчек в запросе SQL? Кто помнит? Строчек, ну, вот есть запрос. Я делаю select, звездочка, from таблица. А если я хочу получить только количество, меня не интересуют эти миллиарды записей, мне только количество нужно. Count. Поподробнее. Вспомните? Слово правильное, count. Вам нужно выбрать несуществующий столбец, использовать агрегирующую функцию count. И все. Select, count, скобочки, звездочка, from такая-то таблица. Он вам вернет только число. Вот что-то примерно похожее это arg_by. Если туда передать false, он начнет возвращать только количество. То есть и в принципе дальше аргументы уже не указываются, ни на что не влияют. Поэтому, вот запомним, если передать третьим аргументом false, то вот эта функция вернет число. Если третьим передать массив или пустой массив, то будет уже то, что будет, будет вот этот CI-блок result. В общем, такая нетипичная вещь, но, как правило, она очень редко используется. R-order используется, R-filter используется. Если не указывать, то там значение array, ну и вы их, в принципе, не используете, вам почти не надо будет это. Только там во втором курсе академии, кажется, один раз потребуется. Четвертый аргумент R, nav, start, balance. Можно передать массив, потому что R, и можно передать R. Если передать false, то у вас просто там без каких-то настроек по страничке выводятся все записи, и вам, как правило, так и нужно. Вот тут, в этом параметре, на самом деле есть подвох. Но не в нем самом, а в документации. Как правило, люди, делающие академию, как делают? Они просто открывают пример с кодом, либо из академии, либо из самой документации Bittrex, копируют оттуда код, вставляют себе, там, меняют то, что им надо, и идут дальше. Подход нормальный, но когда вы копируете себе чужой код, вы должны знать каждую прям запятую, за что она отвечает. Потому что, как правило, вы копируете избыточный код. И вот в документации Bittrex здесь очень спорная ситуация. У них там фраза, вернее не фраза, у них R, nav, start, params во всех примерах ограничен 50 записями. Там написано 50. Опять же, магическое число, и еще и написано. Почему там это сделано? У них очень странная формулировка. На случай, если вы ошиблись и выбрали случайно не из того инфоблока или не отфильтровали записи, чтобы вам не вернулся миллион записей, а только 50. Очень странная позиция. Этой позиции мы в интерлоге не придерживаемся. Если ты ошибся, то перепиши запрос, чтобы не ошибиться. Ну, если ты ошибся, просто селектор можешь упасть. Насчет этого. Селекция. Ну, даже если так, вы один раз написали запрос, один раз ошиблись, после этого все, исправьте и идете дальше. Не вижу тут никакой проблемы. Поэтому не надо использовать вот это странное ограничение, оно рано или поздно вам выстрелит в ногу, когда вам потребуется не 100 записей, а 500. Поэтому не надо, не используйте его. Больше всего напоминает этот параметр лимиты и offset из SQL. И хватит о нем, пожалуй. Более хитрые постранички
вот именно что по страничке, верни мне 50 первых записей, 50 вторых, 50 следующих, 50 последних, 50 первых с конца. Имеется в виду, такого мы сами не будем делать, это все очень хорошо делают компоненты Bittrex. У каждого компонента списочного прям есть сколько на странице, ну и, собственно, все, но количество страниц он высчитывает. И последний аргумент, который в SQL в принципе-то идет первым, это перечисление всех нужных свойств, вернее колонок. Это тоже массив строк, соответствует SQL Select. Всегда надо запрашивать iBlock ID, всегда надо по нему фильтровать и всегда надо запрашивать, тогда у вас код будет универсальный. Этот метод возвращает два варианта. Либо он возвращает объект CIBlock result, либо он возвращает int. Int — это количество, если вы попросили, false передали для группировки. CIBlock result — это специальный такой итерируемый объект, из которого вы можете доставать уже конкретные результаты. То есть вы сделали getList, получили result, а потом из этого результата одним из трех методов можете вытаскивать данные. Ну, как если делали запрос через MySQL fetch. Вот есть MySQL fetch, вот ровно то же самое. Какие три метода есть у этого замечательного класса? Собственно, fetch, getNext и getNextElement. У fetch нет документации, обычное дело, один из самых востребованных методов в Bittrex, но документации нет. Кто в теме, те и так знают, а кто не в теме, они себе в ногу выстрелить могут, поэтому им не будем рассказывать. Так что чаще всего используется getNext, хотя правильнее всего во многих ситуациях было бы использовать fetch. GetNextElement — это вообще чудище Франкенштейна, которым надо очень редко пользоваться. Чем хорош fetch? Он получает данные из базы, точка. Он просто получает данные из базы, без каких-то обвесов. Пошел в базу, выбрал данные, показал. Чем хорош getNext? getNext возвращает данные, во-первых, обезопасив их. Если какой-нибудь весельчак на форуме вместо текста сообщения ввел JavaScript код, который должен сработать, TagScript, и пошел какой-нибудь кражекук, то если вы не обезопасите этот блок кода, может случиться все, что угодно. Обезопасить можно, используя getNext. Если вы выводите данные, прогнав их через getNext, то он у каждого значения создает его безопасную копию и оригинальную. Оригинальный там тильда будет, допустим, тильда name и name, тильда property code и просто property code. В тильду он перемещает оригинальные значения, а в хорошее понятное название помещает обезопасенное. Также, помимо безопасности, здесь есть замены шаблонов. У Bittrex есть своя система для управления ссылками на инфоблоке. У инфоблока можно задать шаблон. Допустим, у любого элемента инфоблока новости ссылка должна выглядеть как корень сайта /news /ID новости. И еще один слэш. Вот этот ID новости — это макрос. И в настройках Bittrex он так и выглядит. Там решеточка, ID, решеточка. Если вы сделаете fetch на эти данные, вам вернется решеточка, ID, решеточка. Если вы сделаете getNext, он поймет, что ага, я выбираю пятую новость, значит я должен в ссылке ID, решеточка, ID, решеточка заменить на 5. И таких макросов там примерно 5-10, вот он все их заменяет, за что ему глубокое спасибо. Но если вам нужно просто, там, не знаю, название выбрать из какого-то элемента, как правило, как выглядит разработка сайта на Bittrex, вы смотрите на требования к странице, понимаете, какие компоненты будете использовать, в принципе, чтобы они хоть как-то соотносились с тем, что требуется. Вот на прошлой лабораторной, вы, да, по-моему, ко мне подходили, и мы вот случайный сайт открыли и на нем расписывали вот это, каким компонентом можно сделать в Bittrex. Нет? Да. Точно не вы. Понимаете, какой компонент нужен, понимаете, что в нем надо дописать, чтобы он был вот прям вообще пуля. И вот, как правило, вот эти все дописки делаются с getNext вместо fetch. Там надо использовать fetch, он быстрее, но понимать, какие там есть риски. И есть еще getNextElement, который fetch и getNext возвращают массивы.
getNextElement возвращает еще один объект. То есть вы сделали запрос getList, вам вернулся результат, вы сделали getNextElement, вам вернулся еще один объект. И у него уже можно вызывать getFields, getProperties. В общем, если будет очень интересно, почитайте, я его сам не использую, другим не рекомендую и вообще неудобно. Пример, как вызывать getList, пожалуйста, на экран. Что у нас тут есть? Мы выбираем 3 определенных поля, только поля, тут нет свойств. Мы фильтруем по ID инфоблока, по активности и по активной дате. Это 2 разных поля в Bittrex. Есть флажочек, активно, да, нет. А есть поле начало активности, конец активности. Если вы их заполняете, то Bittrex начинает на них смотреть. Если нет, то смотрит только на активность. Допустим, если у вас какая-то новость активна, но начало активности стоит с апреля 2020 года, он считается все-таки неактивным. А если у него стоит флажочек, но конец активности апрель, значит он после апреля перестанет считать это активным, а до тех пор все хорошо. Дальше, как правило, мы вызываем getList, передаем туда все наши параметры. Вот он, злосчастный endPageSize 50 здесь, потому что я тоже скопировал из примера. Но это сознательно, это чтобы вам показать, как это чудище Франкенштейна выглядит. Вот, увидите, запомните и не делайте так. После этого здесь мы в документации чуть-чуть по-другому назывались переменные, но вы должны все равно его узнать. Еще обращаю ваше внимание, в документации все эти методы с большой буквы начинаются. Но PHP не чувствителен к регистру. Можно в любом регистре хоть заборчиком назвать метод, вызвать его можно будет как угодно. В новом ядре он предпочитает с маленькой буквы называть методы, и здесь я на скриншотах тоже постарался с маленькой буквы все называть. Но работает и так, и так. Мы сделали getList, получили объект. В цикле делаем по объекту fetch, получаем данные, распечатываем части. Почему iBlock ID важен, о чем я говорил недавно? Ну, посмотрите на таблицу iBlock элемент. Здесь у нас обзор индексов по этой таблице и обзор индексов по таблице iBlock section. Можно сделать запрос в SQL, который покажет индексы. И индексы по таблице он тоже покажет в виде таблицы, потому что MySQL, в принципе, у него на любой запрос ответ — это таблица. Если на них посмотреть, то можно увидеть, что есть составные индексы на iBlock ID и на Section ID. Соответственно, если вы выбираете данные, допустим, у вас инфоблок новостей, и вы точно знаете, что вам нужна новость 10. Если вы скажете, мне нужна новость ID 10, он ее довольно быстро отыщет. Если там iBlock ID, но уже не по ID-шнику, а, допустим, по названию. Название должно быть «Мебельный форум Беларуси». То он будет его там долго-долго искать, смотреть, найдет, в конце концов выдаст. Вот если вы скажете, а вообще-то я знаю ID инфоблока, это там 10-й, это новости, то тогда сработает индекс, он отсеет все, что не является 10-м инфоблоком, оставит 3 новости и просмотрит только 3 записи. И среди них найдет нужный вам. Поэтому iBlock ID надо указывать, ну и из-за особенностей Bittrex его еще и нужно выбирать. И указываем, и выбираем. Если же у нас множественное свойство, то мы можем еще и промахнуться. Если у нас дублирование, то есть выбрать не то свойство без iBlock ID, он же не будет знать, кого с кем сопоставить, если вы только по кодам будете. А это, кстати, пример кода, который генерирует Bittrex. Все просто и понятно. Да? Что он тут делает? Он лезет в... Вот, пожалуйста, прикол. Таблица blang. Как вы думаете, что там хранится по названию? По идее, должен храниться язык. А хранится сайт. А язык хранится в таблице blanguage. Дело в том, Что что... значит тогда LID? Lead — это lang ID, ID сайта. Я полагаю, что на заре мироздания, на заре Bittrex, они предполагали, что они не разделяли концепцию там. Они думали, что если у сайта есть несколько ипостасей, то это, разумеется, языковые ипостаси. А потом они уже поняли, что это не так. Может быть 3 английских сайта и 2 русских. При этом нет соответствия язык сайт один к одному. Поэтому начали blang, потом схватились за голову и сделали blanguage. Тут мы выбираем
текущий сайт, нет, пока еще не знаем его, что мы вообще знаем. Потом мы лезем в элементы инфоблока, вытаскиваем только нужные. У нас есть фильтрация, нет, у нас пока есть просто join сопоставление. Joinим lang, joinим элементы, joinим значение свойств. А еще joinим по свойствам, по таблице свойств. И по значениям из, получается, первого типа инфоблока. О, мешанина. Мы выбираем свойства с символьным кодом адрес и выбираем все его значения. Вот такой запрос может вернуть нам неправильный результат, если мы не будем указывать iBlock ID, потому что у нас может быть несколько свойств с кодом адрес. Если мы его укажем, Bittrex поймет, о каком свойстве речь, и вернет нам то, что нужно. CI-блок элемент add. В документации это написано маленьким текстом в конце длинного скучного абзаца. Поэтому здесь я написал это большим текстом, единственная строчка на весь слайд. Это метод динамический. Вот во всех примерах в документации всегда вот так выглядят методы. И не заходя в них, нельзя сказать, кто из них статический и динамический. Товарищи PHP-шники, вы знаете разницу между динамическими и статическими методами? Статически нужно экземпляр класса объявлять, что... Ну только не. Статически не нужно объявлять. Ну, а динамически, нужно да. объявить сначала. Да, соответственно, Потом загрузиться. вот эти два двоеточия, которые здесь написаны, они используются только если статический вызов. Если динамический, то он только так в документации пишется, а на самом деле там стрелочка. То есть все врут. Ну, так принято во всех языках. Если у вас справочник документации по API, вы пишете через два двоеточия, неважно, статика или динамика, а уже внутри это должно быть где-то написано явно. Здесь много написано. Здесь это не очень явно написано. В принципе, в вебе очень редко, когда используются динамические методы, потому что он не ложится. Так как код в вебе исполняется, пока идет хит это любое обращение пользователя, конкретно в Bittrex, этот термин используется хит. Хит длится там меньше секунды. Если это хороший сайт, вообще меньше, чем 0,2 секунды. Вы не успеваете настолько закопаться в алгоритм, чтобы вам потребовались объекты, которые бы помнили свое состояние. Обычно вы просто вызываете там 5-10 библиотечных методов, перемешиваете весь результат как-то, тяп-ляп, в верстку вставили, отдали, забыли, не нужен объект. Вот здесь почему-то Bittrex решил, а давайте у нас будет getList статический, а остальные все методы динамические. Вот, пожалуйста. Хотя в новом ядре они перестали валить дурака, и у них все методы статические, но в старом надо это помнить. У этого метода 4 аргумента. Собственно, самый важный для добавления — это что добавляем? Массив перечисляемых полей. В том числе одно из этих полей должен быть iBlock ID. Если там нет, будет ошибка. Потому что он скажет, я не понимаю, а куда добавлять это. Плюс еще обязательное поле name, плюс еще вы можете какие-то поля отметить обязательными. Но помните, что если вы в интерфейсе Bittrex какое-то поле отметили обязательным, на уровне MySQL оно не стало обязательным. Он чисто у себя его проверяет, на уровне API. Пойти и вставить запись, не указав обязательное поле, вы все равно сможете. Но поле name у всех элементов всегда обязательно, и это отключить нельзя. Исключение на исключение. Name всегда обязательно, и это никак не изменить, это даже на уровне MySQL. Все остальные поля на уровне MySQL не обязательные, на уровне Bittrex можно сделать обязательно. Остальные 3 параметра на самом деле вам пока и не нужны, и очень долго не будут нужны. Это документооборот, переиндексация поиска и сжатие картинок. Просто пока про них не будем говорить. Возвращаемое значение у add это либо число, айдишник успешно добавленного элемента, либо булевое, причем false. То есть true не возвращает никогда, либо false, либо число. Вот дальше, опять же, Bittrex писался давно. Когда он писался, не было технологии исключений выбрасываемых, throw exception, как там в Java, например. Тогда все было очень простенько. Если метод хорошо отработал, он должен сделать return 0. Если код отработал плохо, он должен return кодов ошибки много, а успех всегда один.
Вот здесь примерно то же самое. Если, ну, чуть-чуть по-уродски. Метод возвращает false, а какая именно ошибка, для этого вам надо залезть в поле, которое называется last error объекта. Поле называется в верхнем регистре, а вот не знаю как вас, меня с первого курса учили, в верхнем регистре используются только константы, макросы, в зависимости от языка. Это не константы и не макросы, просто поле, которое называется в верхнем регистре. Просто потому, что оно, не знаю, важное, поэтому написано. Ну, в общем, пример, как это все работает. Вы создаете элемент, вернее, объект элемента, но это не ORM, это просто объект, то есть просто точка доступа. Ничего не создано на строчке new element. Вы создаете массив полей, блок ID 18, name такой-то. Дальше вы говорите элемент add, вот она стрелочка, динамический метод, и либо получаете ID-шник и выводите его, либо не получаете, и тогда обращаетесь к элементу, вытаскиваете из него last error. Вот last error там довольно-таки по-человечески русским языком написано. Update. Примерно все то же самое, только 6 аргументов уже. Еще добавилось. Во-первых, ID изменяемой записи, ну, собственно, что мы будем апдейтить, очевидно. Это первое. И во-вторых, мы... Так, update search. Ага, появился аргумент check disk quota, проверка свободного места при апдейте. Вообще странная вещь, никогда не пользовался, по умолчанию, насколько я помню, она ставится. Менять значение по умолчанию не надо, просто пользуйтесь только первыми двумя аргументами, остальные оставляйте как были. И в add ровно то же самое, используйте только один аргумент, остальные вам пока не надо. Они нужны на очень специфические случаи. У апдейта возвращаемое значение всегда булевое. Это либо true, если все хорошо, или false, если что-то пошло не так, апдейт не произошел, в last error опять же будет текст ошибки. Такой же пример, тоже нужно создавать элемент. Уже не надо указывать блок ID, потому что вы указываете только те поля, которые хотите поменять. Если вы какое-то поле хотите сбросить, вам надо его имя и пустое значение. Если вы его не хотите трогать, вы его просто не упоминаете. Сделали апдейт, если, наверное, ID не надо, можно было убрать. Просто if update, тогда update, else, пожалуйста, вытащили ошибку, вывели. Delete. А вот delete тоже статический. У него, на удивление, только один аргумент. ID-шник. Это int, это ID элемента. Но есть, как же без сюрпризов, у нас у каждого метода какие-то прикольчики есть. У этого прикольчик. Он вернет true, если удалено, вернет false, если какая-то ошибка при удалении, а если элемента, который вы хотели удалить, никогда не существовало, он тоже вернет true. Ну, на самом деле, можно это интерпретировать как следующее. Он возвращает существование этого ID-шника. Если его не было и нет, он говорит, моя работа выполнена. Мне сказали, чтобы его не было и нет. Все, true. И если был, но удален, тоже true. Если был, но не удалился, вот тогда он возвращает уже false. То есть он возвращает true, если объекта больше в базе данных нет. Да, если после его вызова ничего не осталось. Как тогда запоминать, например, мы как в первом семестре делали, что есть какие-то записи, их на одной страничке удаляют, на другой странице пытаются их, например, изменить. У нас мы ридом проверяли, что этой уже штуки нет, и уводили, что ее нету. Ну вот и здесь точно и так же. Точно так же, то есть просто Да. Без. Точно так. Потом delete, если нашли. У get-листа есть родственник, который называется get-by-id. Что это такое? Это обертка над get-листом, из которого выкинуто все, что не нужно. Туда, насколько я помню, передается чуть ли не два аргумента, ID инфоблока и ID элемента. Надо проверить по документации. В чем его минус? Он запрашивает вообще все поля, которые есть. Если вам нужно просто проверить на существование какой-нибудь элемент, не надо делать get by ID, он вытащит вам все его досье. А вам нужно только name или даже только ID-шник.
Несколько слов про разделы инфоблоков. В каждом инфоблоке могут быть разделы, помимо элементов. Элементы — это вот то, что мы видели, новости. Разделы друг с другом могут иерархически относиться. Один раздел может быть вложен в другой, и в третий, и в четвертый. Уровень вложенности не ограничен в Битриксе. Элемент может быть вложен в один или несколько разделов любого уровня. Например, вот этот элемент вложен в раздел, вот этот раздел корневой первого уровня, это вторые, это третий. Этот элемент вложен во второй, этот вот в эти два, этот только в один, этот только в один. Ну, то есть, только нельзя в элемент ничего вкладывать. А так, такое дерево можно перестраивать как угодно. Сейчас. Это выстрелит ружье чуть позже. Основные методы разделов ИП такие же, как у элемента. Даже называется очень похоже. CI-блок section get list, section add, section delete, section update. Ровно то же самое. И логика у них практически та же самая, и даже статичность, динамичность, насколько я помню, у них такая же. В перемешку, наверное, надо было вот про это сейчас рассказать после схемы. Давайте вернемся чуть позже. Все. Вот, я понял, какая логика. Так как документация по section методам такая же, как у элемента, то держите ее в уме или перейдите по ссылкам и уточните. Поведение там вот прям такое же. Теперь, что касается вот этой иерархической структуры и связи раздела элемента. У нас тут, как видите, вот вам пример, на котором есть вообще все. Ну, кроме одного, тут нет элемента, который вообще не был бы привязан ни к какому разделу. А теперь скажите мне, между разделами одного инфоблока и элементами одного инфоблока какая связь? Мощность у него какая? Один к одному, один ко многим, многие ко многим бывают. Еще раз, какой вопрос? Как соотносятся сущности элемент и раздел в инфоблоке? Многие ко многим. Как это проверить? Надо задать один и тот же вопрос с двух ракурсов. У одного элемента может быть несколько разделов? Судьба Может. У одного раздела может быть несколько элементов? Может. Значит, это многие ко многим. Если бы ответ на один из вопросов был нет, значит один ко многим. Если бы один к одному, ну, значит ответ был бы два раза нет. Так что да. Как хранятся связи многие ко многим в таблицах? Переходит с трех таблиц. Отдельная таблица, правильно. И тем не менее в Битриксе в таблице iBlock Element есть столбец, который называется, по-моему, iBlock Section ID или Section ID просто. Как так? Ну, то есть похоже, что у каждого элемента можно указать один раздел, тем не менее. В чем подвох? У одного элемента один раздел. В таблице iBlock Element есть обычный числовой столбец, называется Section ID. И там будут написаны айдишники разделов. Но через интерфейс я могу добавить несколько разделов в элемент. А точно нет такой вещи, что у нас в строчке будет одно и то же там ID, только section будет все-таки отличаться? Вполне может быть. Допустим, мы проводим мысленный эксперимент, мы открываем элемент какой-нибудь новости, не новость, товар какой-нибудь, и смотрим, что он принадлежит к двум разделам сразу. Открываем блок элемент и видим, что там только один раздел указан. А где второй искать? Как вы сказали, многие ко многим — это отдельная таблица. У Битрикса есть и таблица многие ко многим, и столбец. Это как работает? Как-то оно работает. Есть понятие основной раздел. И вот основной раздел, если он один, то он всегда основной. Если элемент относится к нескольким разделам, и они не, то один из них будет основным, тот, который самый старший по айдишнику, тот, который раньше всех создан, и это нельзя поменять. Если вы, допустим, хотите, чтобы какой-нибудь товар, находящийся, так сказать, на стыке технологий, принадлежал все-таки в первую очередь туда, то ничего не поделать. Только перепрограммировать эту вещь. То есть получается, что у нас все разделы равные, но один раздел равнее. Каждый элемент решает, кто для него самый главный. Ну да. Но нет какого-то.
Но в принципе тот раздел, который создан самым первым в этом инфоблоке, он в любом споре победит. Да. И тут мы подходим к интересной теме. Раз у нас тут есть деревья разделов, то как эти деревья хранятся в БД? Вы когда-нибудь хранили деревья в базе данных? Вам же тут нужно хранить для каждого раздела его родителя, его детей. Как это вообще выглядит? Ну, по айдишникам, то есть есть табличка, которая Так. айдишник, Угу. кем он является, Так. айдишник где-то. Ну, то Ну, есть вот не он явный там сам обычный, вот Вот кем он является, родителем или ребенком? он является тем и тем. и родителем, и ребенком. Ну, я так понимаю, может быть, это таблица, в которой указывается ID родителей и ID потомка, и она будет... Да, вместо да. этого. Есть такой алгоритм, как вы описываете. Самый простой вариант, ну, простой в реализации, но просто невыносимый в поддержке, это у каждого одного, ну, у каждого листа в дереве может быть только один родитель. Определение дерева. Соответственно, отношение дети к родителям всегда многие к одному. Многие к одному реализуются как столбец. Соответственно, у каждого заводим столбец ID родителя, вот вам дерево, хранящееся в БД. Но когда нужно переставить какой-то узел в другое место, добавить или выбрать там под дерево, вот тогда начинаются рекурсивные запросы, которых в MySQL нет, а в MS SQL лучше бы не было. И есть 4 алгоритма, которые решают эту проблему. В Bittrex используется в основном там такое комбо из двух, но главным считается nested sets. Как выглядит nested set? Вот у вас тут дерево. Представим, что каждый квадрат — это раздел со своим большим красным ID-шником. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот так они хранятся. 11 вложен в 7, который вложен в 3, который вложен в 1, 8, 9 в 4, 10 в 6, 5 в 6 в 2. Nested sets вводит такое понятие, как левая граница и правая граница. И каждый раз, когда дерево меняется, он эти границы пересчитывает. Пересчитываем их по следующему алгоритму. Берем самого главного и ставим у него левую границу единицы. Потом берем его первого попавшегося ребенка, но первого попавшегося не значит, что рандомного, а значит, что мы раз и навсегда решаем, что из всех детей мы выбираем с наименьшим айдишником. То есть мы говорим, что мы выбираем самого левого, например. Ну да, в данной схеме, так как они все красиво нарисованы, можно говорить, идем влево. Поставили левое единицу, зашли сюда. Поставили здесь левую границу, взяли левого ребенка, поставили тройку. Есть еще дети? Нет. Значит, мы так разворачиваемся, ставим правую границу, возвращаемся. 5 прошли, теперь можем зайти в 6. Поставили левую границу, перешли в ребенка, поставили левую границу. Если детей нет, ставим правую, возвращаемся. Ставим правую, возвращаемся. Ставим правую, возвращаемся. И вот так, вот по такой цепочке мы все и обходим. Вот прошли. У Bittrex такие поля есть. У разделов они называются left margin и right margin. Они в документации приведены, но простые обыватели о них не догадываются. У Bittrex есть API, которая позволяет выбрать, я уж не помню, по-моему, и то есть. Все разделы рекурсивно вложены, да, точно есть, конечно, у GetList есть возможность выбрать всех и непосредственных детей, и рекурсивно вложенных детей. Ну, то есть, если бы мы выбирали для второго раздела всех детей, мы бы получили и 5, и 6, и 10, конечно же, тоже. И цепочку родителей тоже можно получить. И это делается буквально за один запрос. Благодаря как раз вот этим left margin и right margin. Описан этот алгоритм множество раз, например, на Хабре есть хорошая статья. И выбор подразделов в операции с поддеревьями делается исключительно за счет этих left margin. Допустим, нам нужно выбрать, ну, как я и сказал, всех из второго поддерева. Мы говорим, что нам нужны записи, у которых left margin больше, чем наш, но right margin меньше, чем наш. Таким образом попадут вот эти все товарищи. Чтобы получить цепочку родителей, я так я вам не скажу. Вот, например, как вот этот nested set будет работать вот с тем примером с инфоблоками, который был тут до этого?
Разделы хранятся вот так, а элементы уже многие ко многим через промежуточную таблицу. То есть также будет Смотрим пробегать. только на разделы сейчас. Он будет для каждого раздела заводить left margin, right margin и проставлять его. Каждый раз, когда добавляется новый раздел, надо пойти все пересчитать. Поэтому у CI-Block Section Add и Update есть флажок «Пересчитывать или нет». Иногда это можно отключить. Когда это иногда происходит? Когда у нас импорт, когда мы импортируем 50, не знаю, тысяч разделов, нам не нужно сразу все пересчитывать. И только в конце. Мы ставим на стопчик, все 50 тысяч обновили, у каждого просто родители указали, а потом один раз пересчитали. Ну и пересчет тоже в таком случае довольно просто происходит. В общем, хорошо, но некоторые вещи с помощью CI-Block Section выбрать нельзя. Ну, тут написано как можно. Такая очень специализированная задача, но тем не менее при этом очень интересная. Также Bittrex наполняет поле Depth Level, это как раз уровень вложенности. И вот про поле VerySource здесь тоже сказано. И самое полезное, что по инфоблокам надо помнить. Надо всегда думать о типе данных для свойств. Это касается и разделов, и элементов. Сейчас вам будет прикол. Вот я вам рассказывал про таблицу B-блок, вот этот SM. Это только свойства элементов. Свойства разделов хранятся вообще по-другому, и там не важно, инфоблок 1 или инфоблок 2. Как правило, потому что оптимизацией запросов к разделам мало кто занимается. Это обычно просто классификатор. Классификатор нам не надо выбирать очень быстро. Нам нужно товары из этого классификатора вытаскивать. Технология свойств для разделов называется UF-поля, User Field. И тут тоже возникает путаница. Они вроде User Field, но переводятся как свойства. Хотя у Bittrex слово field используется для полей. То есть field это поле, а user field это пользовательское свойство. Первое противоречие. Второе. Когда тебе нужно создать UF-поле для пользователя, оно называется, если брать все официальные документы, оно называется пользовательское свойство пользователя. Вот. Тоже не очень очевидно. Тем не менее, правила действуют и для UF-полей разделов, и для свойств элементов. Надо хранить данные в том формате, в котором по ним удобнее сортировать, выбирать и так далее. Не надо создавать везде строки, а потом там хранить даты, числа, дроби. Поэтому будет неудобно фильтровать и неудобно сортировать. Опять-таки, смотри, какие дроби. Да. Но там обычно все-таки float имеется в виду, десятичная дробь. Но всегда можно сделать, кстати, свое свойство со своим интерфейсиком, будет красиво, а в базе будет храниться все, что захотите. Например, есть свойство Яндекс.Карта. В базе данных хранится координата, запятая координата. А вот какая координата первая, а какая вторая, это надо смотреть уже по исходникам. У нас вот на одном проекте мешанина была, что мы долготу, широту перепутали, и в результате точка, которая должна быть в Саратове, оказалась в Казахстане или там посреди океана. А потому что сам Яндекс тоже хороший, у него все везде, у него в API все хорошо, но координаты ему передавайте, пожалуйста, как строчку через запятую. Причем он и так поддерживает. Вместо того, чтобы ввести два поля долгота, широта, он вот таким безобразием занимается. Еще часто бывает, что свойства, которые должны отвечать по сути на вопрос «да-нет», делают как список, потому что, и это понятно почему. Если вы делаете, что тип свойства список, его можно настроить, выводить как набор флажков, если это множественный выбор, или радиокнопок. И если у этого списка одно значение, то это будет один флажок. А в быту как раз бытует мнение, что если мне нужен флажок, я пойду сделаю свойство, выберу тип список, поставлю флажок, вот, пожалуйста, один флажок. Почему это плохо? Все списки используют дополнительную сущность для хранения значений. Допустим, вы создаете свойство цвет, указываете там значение синий, желтый, красный. Значит, в таблице вариантов сейчас появились 3 строчки: синий, желтый, красный. У них появились свои айдишники: 120, 121 и 122. Когда дело касается действительно списков, где значений несколько, все нормально.
Но представьте, что у вас есть свойство, которое называется там товар по скидке, и у него единственное свойство – да. Когда вы выбираете из базы и хотите выбрать все товары по скидке, то все довольно просто. Вы говорите, верни мне те элементы, у которых по этому свойству значение не пустое. Любое, но не пустое. Вы же знаете, что там может быть только вот это слово «да», вернее не слово «да», а ID-шник. Все хорошо, но когда вам нужно добавить товар по скидке, это вам придется почесать голову, сказать, погодите, это список, значит мне нужно сначала узнать ID-шник вот этого конкретного «да», и его туда уже записать. Приходится туда заглядывать, выбирать, записывать. Если вы выбираете данные через getNext, getNext заботливо вам значение на русском языке подставит, а за ним он сходит в эту таблицу и ее приджойнит. То есть при выборе у вас дополнительный join, при добавлении или обновлении у вас лишняя операция тоже. Старайтесь выбирать только те данные, которые вам действительно нужны. Если у вас 300 свойств и порядка 20 полей, а нужно только ID-шник, выбирайте только ID-шник, не нужно вам больше ничего. Меньше данных, быстрее будет работать. Делайте максимум обработки данных в SQL. Сложный тезис. Если вам нужно, допустим, подсчитать для каждой страны, ну, допустим, есть товар, у него есть свойство страна-производитель, и вам нужно посчитать статистику для каждой страны, сколько есть, не знаю, сколько, собственно, товаров. Не надо выбирать все товары через get-list, потом проходить по каждому и там плюс-плюсить страны. Надо использовать arggroup by, чтобы сгруппировать по странам и получить, потому что SQL будет работать быстрее, чем PHP. И он еще и может закэшироваться замечательно, тоже никаких проблем. Поэтому вот и просто подсчет данных тоже нужно делать в SQL. Стараться все туда вынести. Не нужно выбирать, допустим, если вам нужно выбрать все, опять же, очень утрированный пример, там, синие диваны, то вы делаете прям в фильтре, что выберет товар типа диван, цвет синий. Не надо выбирать все и потом на PHP сравнивать. If цвет равно синий и товар равно диван, то это наш клиент. Если от вас не требуют однозначно, нигде не написано иного, то не используйте сортировку по умолчанию. Сортировка по умолчанию идет по полю sort, которое почти у всех одинаковое. То есть это поле задействовано в выборке, но при этом оно ни на что не влияет. Как бы, а зачем делали? Оно у вас еще и придет в результатах. Больше данных придет, чем вам нужно было. Сортируйте принудительно всегда по возрастанию ID-шника. ID-шник вы так и так должны будете получить. Не надо хранить, но это уже больше к проектированию, не только к Битриксу. Не храните вычислимые поля для простых проектов, если их можно, собственно говоря, вычислить. То есть, если у вас база данных людей, вам нужно для каждого человека вывести его возраст. Вы же не будете хранить его возраст в годах в базе данных. Он будет, во-первых, он будет быстро протухать. У него завтра может быть день рождения, и все, надо возраст ему увеличить. Значит, не надо хранить возраст, надо что хранить? Дату рождения и... Дату рождения и считать, да, там, если месяц еще не наступил, а если наступил, то смотрим на дату. А если уже прошел, тогда однозначно. Количество чего-нибудь тоже не надо хранить, если его можно посчитать. Расстояние между двумя точками тоже не надо хранить, если его можно посчитать. У этого тезиса есть антитезис. А если у вас очень высоко нагруженный проект, то вам нужно хранить все вычислимые поля в отдельной таблице. Это будет такой кэш. Данные же могут теоретически меняться. Возраст мы один раз поменяли в год, ну и как бы все, больше не меняется, можно его сохранить и не вычислять каждый раз. Количество тоже не меняется, если записи не убавляются, не добавляются. Расстояние не меняется, если точки не поменяются. То есть вот нормальные формы у вас были. Вот. Вы знаете, что надо избегать денормализации базы, надо, чтобы все данные хранились там в однозначном виде. Это хорошо, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Если у вас большой проект, где вам нужно каждый раз делать одно и то же, то на свет рано или поздно появляются таблицы, в которых база денормализована, в которых вычисленные поля хранятся. Ну, например, с количеством. Если у нас количество может очень быстро и очень сильно меняться. Если очень быстро и сильно, тогда не надо. Если подсчет этого количества ресурсоемкий происходит не очень часто или он нужен не таким точным, то, пожалуйста, можно раз в 3 дня пересчитываем, говорим, как знаете,
у Гугла, когда вы делаете поисковый запрос, он там внизу пишет, по вашему запросу найдено там 15 страниц. Но вы дойдете до 4-й, и он скажет, ой, 4, а не 15. Но вы никогда не дойдете до 4-й. Ценность точного количества страниц в запросе не настолько высокая, чтобы ее делать, потому что трудоемкость этого расчета очень высокая. Можно сделать вид, что там примерно столько-то записей. Все равно кому-то Там, не по-моему, понадобится. пишется примерно столько записей найдено. Ну, значит, еще и примерно пишется. Видите, как хорошо. Какие данные можно денормализовывать? Да все. Ну, пример. Большой аптек, 6 тысяч по всей стране. Группируются аптеки по городам. Нам нужно выбрать все города, в которых есть конкретное лекарство. Как это сделать, если у нас денормализация? Каждое лекарство описано, у него есть связь с конкретной аптекой, и там написано, сколько его там. Допустим, 5 в аптеке там в Акварели. Аптека в Акварели относится к городу, город относится к региону. И вот мы можем посчитать статистику, сджойнив все эти записи, сгруппировав по ID региона. Правильно? Правильно. Если эти записи нужны, или неправильно? Нет, ну, допустим. Допустим. Хорошо. Но если эти данные нужны очень-очень часто, или, допустим, у нас на сайте просто есть фильтр по регионам, и если человек зашел из Волгоградской области, нужно ему сразу отсеять и показать все лекарства Волгоградской области. Представляете, у нас, да, сколько субъектов? Примерно 90. Ну, то есть у нас 90 групп пользователей. Это не 100 тысяч и не 2. Ну, в принципе, не важно, что их не 2. Раз их не 100 тысяч, раз их конечное число, то, наверное, мы можем это как-то оптимизировать. К тому же пользователи наверняка будут в такой схеме жаловаться, что сайт медленно открывается. И что мы тогда делаем? Ну, так как товары заканчиваются не так, чтобы прям постоянно, аптек в городе много. Если какое-то лекарство закончилось в одной аптеке, есть еще 80, где он, скорее всего, будет. Как делают? Создают либо, ну почему либо, точно, создают отдельную табличку, которая так и называется, ID региона, ID лекарства. Наполняют ее, допустим, два варианта. Такие вещи считаются всегда двумя способами. Либо это какой-то крон-скрипт, который по расписанию в полночь. Знали бы вы, сколько вещей на сайтах делается в полночь по Москве. Ужас. На каждом сайте смотришь крон. 2 часа посчитать.